Всем здорово! Сегодня пообщаемся про социальные сети. Лучше разделим данный блок на несколько подблоков, так как социальных сетей много, а лимит видео у нас слегка ограничен. Начнем, пожалуй, с наиболее популярных сервисов. Это ВКонтакте и Одноклассники. И тот, и другой с недавнего времени относится к Mail.ru Group, так что, думаю, это более-менее будет логично. В первую очередь рассмотрим творение Дурова, точнее копипаст Фейсбука. Что можно делать ВКонтакте помимо просмотров порно? Мы можем размещать рекламу, а именно привлекать аудиторию в группу, но для начала желательно создать ее. Также мы можем перенаправлять людей на свой веб-сайт. ВКонтакте мы можем настраиваться по всему, чему только угодно. Все, вообще все, что есть в профиле пользователя, все это можно указать при настройке аудитории. Это город проживания, место работы, сфера деятельности, пол, возраст, статус, семейные отношения, наличие детей, любимая музыка, интересы и тому подобное. Помимо всего прочего, можно настроиться на группы, в которых состоит пользователь. Если имеет смысл, скажем, показывать свою рекламу пользователям, состоящих в группе вашего конкурента. Вполне возможно, у вас лучшее предложение или вам просто нужна аудитория со схожими интересами. Все это можно делать в интерфейсе личного кабинета. Для кого подойдет данная социальная сеть? Точнее, для какого вида бизнеса? Ну, в первую очередь, это товары стоимостью до 3000 рублей. Отлично продаются, если все верно настроили. Также хорошо идет тематика туризма. Только не очень дорогие туры, как, например, поездка на Мальдивы. Турция, Египет и тому подобное тоже отлично расхватываются. И самое главное, что можно и нужно рекламировать, это курсы. Да, эта социальная сеть обожает курсы по инфобизнесу. Заработок в сети, новая программа по увеличению дохода, тренинг по финансовой пирамиде МММ 2018 года и прочие курсы, особенно связанные с заработком, здесь идут, если не очень хорошо, то во всяком случае неплохо. Что нужно, чтобы начать рекламировать свои услуги самостоятельно? Ну, в первую очередь, лучше этого не делать. Наймите специалиста, поясню свою позицию. Прежде чем вы реально начнете привлекать хотя бы сраные 100 подписчиков в свою группу, вы потратите не первые 10 тысяч рублей, примерно от 10 до 50 часов своего времени. Настройка сложная, постоянно меняющаяся. Огромное количество тестов различных аудиторий. Даже человеку, который уже не первый раз продвигал подобный товар, будет сложно определить, какая из аудиторий будет работать хорошо. Помимо этого, вы не будете знать, какие из сервисов для парсинга аудитории вам лучше покупать. Они как бы тоже стоят денег. И прочие мелочи. Если бюджет у вас, конечно, небольшой, и вы располагаете достаточным количеством времени, то welcome. В противном случае лучше не лезьте. Давайте немного затронем с вами аудиторию этой социальной сети. В основном это молодежь. Но можно часами рассматривать различные графики, презентуемые самим ВК, а также графики от Mail Group, но все это фигня. Вы заметили тенденцию? Везде, сука, вот просто везде одна и та же аудитория на каждом ресурсе и на каждой площадке 25-40 5 лет с доходом выше среднего, высоким уровнем, и чаще всего это почти топ-менеджеры. Блять, а вот когда я иду по улице, картина как-то совершенно другая. Ладно, не о проплаченных исследованиях и неверной статистике. Теперь, пожалуй, окунемся немного в проекты моего мира, Одноклассников и прочих сервисов от всеми любимого Mail.ru. Здесь все проще и понятнее, настройка простая до невозможности, поймет ее даже ребенок. К слову, непонятны тренинги по обучению, проводимые различными спикерами, так как реально проблем с понятием интерфейса или каких-то проблем с настройкой личного кабинета не возникает вовсе. Возникают проблемы в первую очередь с пополнением баланса, он каким-то хером отнимает НДС. То бишь, пополнил лицевой счет на 100 рублей, на выходе получил 70, ну или около того, у меня постоянно проблемы с математикой. Проблемы со ставками, которые какого-то хера меняются каждый божий день и никогда, вот реально никогда не показывают верную ставку при планировании. Я понимаю погрешность в 10-15%, но не в 200 же, в самом деле. Ну и постоянные проблемы у веб-мастеров с продвижением различного рода товаров. А так все в целом то же самое. Найти платежеспособную аудиторию проблематично. В основном хорошо продвигаются товары до 20 тысяч рублей, в той или иной степени связанные с прекрасным полом. В остальном ничем не примечательная сеть. Не рекомендую для рекламных кампаний, разве что может тест какой-то запустить на ней, если денег не жалко. Я вот реально не могу долго говорить про эту рекламную сеть. Лично на моем опыте хорошо продавалась женская одежда и игрушки, ну, в мобильном приложении. Да, причем в разы лучше, чем это было, например, в том же самом ВКонтакте. В остальном это были впустую потраченные деньги, не приносящие конверсию. Может быть, еще для имиджевых рекламных кампаний более-менее эта рекламная сеть подойдет. На этом, я думаю, стоит заканчивать. Удачных вам рекламных кампаний.